Приветствую вас! Разработка этой необычной трехколесной машины на Минском автозаводе началась после того, как в середине 70-х годов в США посетила делегация, в составе которой был тогдашний заместитель председателя Совета министров Белорусской ССР Леонид Иванович Хитрун, и внимание которого привлекла довольно странная трехколесная машина, работающая на полях. Как потом ему объяснили американские коллеги, этой странной машиной оказался первичный им разбрасыватель минеральных удобрений Big A2500, который производился фирмой Rickel Manufacturing Company в Канзасе. Поняв все преимущества американской машины, Леонид Хитрук загорелся идеей выпускать подобную технику и в Белорусской ССР, о чем было доложено первому секретарю ЦК Белорусской компартии Петру Машерову, и который, конечно же, эту идею поддержал. А вскоре на Минский автозавод для всестороннего изучения уже прибыла и первая машина. Чуть позже была куплена для изучения советскими специалистами и другая подобная машина, выпускаемая другой американской компанией из Миннесоты, трехосевой Terragator 2505. Изучив досконально две американские машины, конструктора Минского автозавода приступили к созданию советского аналога разбрасывателя минеральных удобрений под индексом МВУ-30. Принципиально белорусская машина ничем не отличалась от своего американского собрата, но со своими оригинальными конструктивными особенностями. Большинство узлов и агрегатов, а также электрооборудование в конструкции шасси решили применить на основе комплектующих от грузовиков, к производству которых были привлечены почти все профильные белорусские машиностроительные заводы, а также смежные предприятия по всему Советскому Союзу. Сварную коробчатого сечения раму, кабину и мосты изготавливали на столичном Минском заводе. Карданные валы приходили из Гродно. БелАЗ изготавливал бадья колес. Широкие шины низкого давления освоил Бобруйский шинный завод. Электрооборудование доставляли с заводов из Владимира, Пскова, Ржева, Куйбышева и Калуги. Тормозная система завозилась из Полтавы и Миаса. А технологию производства нового оригинального рулевого управления с одним единственным колесом должен был освоить Минский тракторный завод. Эдакий конструктор, в котором детали с разных заводов собирались в одну целую машину. Силовым агрегатом послужил V-образный восьмицилиндровый дизель КамАЗ-740 мощностью 210 лошадиных сил. Хотя первоначально планировали поставить и МЗ-238 Ярославского моторного завода. В паре с ним работала гидромеханическая четырехступенчатая коробка передач Ярославского моторного завода. Далее крутящий момент в 1700 оборотов в минуту передавался через кардан на задний ведущий мост широкопрофильными колесами, благодаря которым машина наносила меньше вреда почве. В качестве рабочего оборудования, установленное за кабиной, служил либо бункер для внесения сухих минеральных удобрений объемом 6,8 метров кубических с гидростатическим приводом, или цистерна для жидких комплексных составов и ядохимикатов объемом 6 метров кубических с центробежным насосом, который делал Минский завод «Ударник». В 1978 году первый МВУ-30 был готов и сразу же приступил к испытаниям, которые продлились до 1982 года. В ходе этих испытаний машина по всем параметрам превзошла даже американскую машину. Далеко оставлял позади себя трактор с прицепным агрегатом 1Р МГ-4 и в 4 раза превосходя эффективность применения самолета Ан-2. Хотя и вызывал некоторые трудности, особенно у механизаторов, которые до этого с такой сложной техникой не встречались. Окрыленные успехом, создатели машины ставили перед собой перспективу выпускать 5000 единиц машин в год, а позже выпускать и целое семейство машин с колесной формулой 4х4, 5х4 и 6х6. Но, как ни печально, ихним мечтам не было суждено осуществиться. По всем параметрам передовая машина просто не была готова к тогдашним советским реалиям. Минский автозавод просто-напросто не успевал изготавливать машину, выпустив за 3 года всего 58 машин, и в большей мере делал себе в убыток. Требовалась передача производства с МАЗа на отдельный завод, а этим заниматься в министерстве никто не хотел. И интерес к проекту стал постепенно угасать. А после гибели Петра Мироновича Машерова в автокатастрофе этот проект перспективной машины для разбрасывания удобрений вообще закрыли. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего.
Пока-пока.